Я же учился в Московской духовной академии, и я, честно говоря, когда туда поступал, ожидал вас тоже там увидеть. Вот, но вас я там не увидел, я так и не понял, почему вы оттуда вы ушли, либо вас попросили как-то уйти, либо как это, может, вы свою какую-то точку зрения скажете. Нет, меня оттуда уволили в декабре, 30 декабря 2013 года. Я в 14-м поступил как раз. Вот тогда. Вот. Уволили очень коряво. Это был ученый совет, меня на нем не было. У меня как раз этот день такой близкий мне человек скончался. Надо было на похороны ехать. Накануне скончался, да. Вот. Как-то особого смысла в этих ученых советах я не видел. Тем более, я же в Москве ехать за 100 километров ради того, чтобы поскучать где-то в большой зале. Да. А потом, соответственно, я узнаю, что мне уже звонят и сообщают, что, оказывается, на этом ученом совете меня уволили. А потом ректор владыка Евгений, надо дать ему должное, он честно сказал, что это ему патриарх буквально ногами, говорит, орал, говорит, на него ногами топал, что пора его убрать, патриарх Кирилл. Вот. И профессора тоже недоумевали. Вот. И как-то их, в общем, тоже там, насколько я помню, там какими-то хитрыми махинациями заставили там, типа, даже не то, что проголосовать, а, скажем, воздержаться от голосования. Мы потом оформим протокол. Вы, главное, сейчас не протестуете. Вот. Потому что такое на памяти Московской академии не было уже 100 лет, что профессора увольняли за деятельность, не связанную с деятельностью его работы в академии. А что там было, просто перед этим, где-то в октябре 2013 года, в провинциальной прессе в Татарстане стали появляться публикации о том, что едет контрольная комиссия из Москвы, из Патриархии, проверять деятельность Казанской семинарии. Все, я понял. Да, меня это очень интересовало. Такого не было. Начал искать материал, выяснилось, там, соответственно, скандал. Студенты жалуются на сексуальный харассмент со стороны руководства семинарии. Но меня удивило то, что Патриархия отреагировала. Потому что такие сигналы регулярно пищат, писки идут с семинарии, это я знал. Но здесь впервые на моей памяти Патриархия отреагировала. И, честно говоря, я решил, что прекрасно. Надо помочь патриарху Кириллу, если он восстал против этого голубого лобби. Великолепно. Я поэтому стал об этом писать. Дальше, где-то буквально числа 28 декабря проходит заседание Синодальной богословской комиссии, я ее член, в перерыве. Это в Данилов монастырь, в здании УВЦС. В перерыве кофе-брейк. Вот. И я стою, пью кофе с отцом Максимом Козловым, он тогда был зампредседателя учебного комитета. Подходит ректор, владыка Евгений, к нам. Обсуждают, да, открыто обсуждают казанскую тему. И отец Максим Козлов говорит, владыка, вот отца Андрея надо ректором назначить. Ректор говорит, прекрасная идея, да, конечно, давай, да. Вот. А на следующий день, да, мы какой-то документ там не до конца приняли. Я говорю, знаете что, должны 2 дня работать была комиссия. Давайте я за вечер доработаю и привезу к завтра. А когда я сегодня приезжаю, не к началу, потому что нужно было время, да, приезжаю ближе к концу, а выясняется, меня уже там нету. То есть проходит в этот же день заседание Синода, который принимает новый состав Синодальной комиссии, меня там нет. И мне как-то никто ничего об этом не предупреждал, не говорил, ничего, ладно. А на следующий день уже ученый совет. А в чем причина? В том, что когда вот я стал писать об этой тематике, то православные были возмущены. Причем они были искренне возмущены, они считали, что такого быть не может, в принципе. Ну, не может там монах, священник, тем более епископ, но не может быть гомосексуалистом. Почему не может? Ну, ответ очевиден, потому что канон это запрещает.
Мои возражения, что, простите, есть правила дорожного движения, которые запрещают обгон там по правой полосе, но превышать скорость, тем не менее, эти нарушения есть, не работали, да. То есть люди очень не хотели, потому что, как известно, розовые очки разбиваются стеклами внутрь. Вот им не хотелось эту горькую правду принять. И тогда вдруг приходит ко мне на почту письмо от человека, анонимное письмо, но написанное, знаете, так, у меня все-таки есть какое-то ощущение фальшивки, а есть ощущение недостоверности. Вот, психологически очень достоверное письмо. А человек пишет так: вот, отец Андрей, вы знаете, я сразу скажу, я сам гомосексуалист. Вот, я человек не церковный. Но что я хочу сказать, меня удивляет позиция современного патриарха Кирилла. Потому что он всегда говорит, что он ученик митрополита Никодима. А я человек пожилой, я помню митрополита Никодима. И в нашей голубой тусовке Ленинграда это был свой человек. Как бы об этом было все, кому надо, все это знали. Да? И поэтому владыки Никодима, мы его ценили, у него, естественно, было толерантное отношение к таким людям, как я. Да? И тем более странно слышать от его ученика, вот такого ближайшего ученика, такого рода вот гневные речи в наш адрес. Да? И вот это письмо, я его раскрыл. То есть оно пришло, вот, то есть поместил у себя в блоге, да, поместив, что как бы я просто получил, я с ним не согласен, у меня нет свидетельства о гомосексуальности митрополита Никодима и так далее. Но, тем не менее, Кирилл был в ярости от того, что вот такой текст про Никодима появился. Потом мне уже пояснили, что Кирилл тогда вообще готовил канонизацию Никодима. И эта публикация, она ему сорвала эти планы. То есть это была личная ярость и личная мстительность патриарха Кирилла. И это его характер. Он часто принимает такие вот кадровые, в том числе, решения в припадке личной ярости, а потом уже иногда пробует как-то это смягчить, вот, нейтрализовать. Вот так и здесь, не сильно подумавши, он принял это решение. Ну, значит, так было надо. То есть это я все равно считаю, что это по воле Божьей. Может быть, иначе мы бы с вами здесь не беседовали. Или беседовали бы в совсем других тональностях. Такой немножко вопрос попроще. Вы много книг написали, но вот сейчас вы бы посоветовали, какую почитать? Именно на какую-то вот духовную тематику, что-нибудь, не знаю. Не понял, из моих книг или вообще? Да, из ваших. Из моих? Нет, такого сказать нельзя, потому что здесь то, что нужно именно этому человеку. Вот, кому-то, может быть, скажем, книжка для меня, которая самая важная, это «Дорогие анафемы», да, вот о сути христианской веры. Я считаю, что она самая интересная, хорошая, да. Вот. Конечно, я больше всего сейчас ценю свои последние книжки, потому что в них больше аргументированности, да, доказательностей, чем в моих более ранних книгах. И, пожалуй, поэтому я бы сказал, что вот последние 4 книжки, это вот последние из изданий книги про мастер Маргариту, это на любителя, кому нужно. Дальше книжечки на узкие темы, это женские вопросы к церкви. Все-таки тема женского священства, прежде всего, тема спорная, дискуссионная. Я думаю, там я неплохие материалы дискуссии подобрал, которые стоит учесть. А второе, очень важное, конечно, книга «Византии против СССР». Это вот именно об украинском церковном кризисе. И дело не в том, что я историю этого кризиса там особо не дойду, но мне очень важно было показать вот эти все сложности становления различных автокефалий. В том числе и русская церковь, она же ведь тоже 100 лет находилась в автокефальном расколе. Вот, митрополит Иона – это типичный раскольник, который находился под анафемой Константинопольского патриарха, православного святого Дионисия, святого патриарха Дионисия, получил эту анафему за самочиние и так далее. И на следующие ровно 100 лет этот раскол длился. Вот, то есть вот огромное количество интереснейшего церковно-исторического материала. Конечно, материалы – это не жития святых, прямо скажем. Хотя там о святых много, но не очень приятное для них. Вот. Но вы там узнаете из этой книжки о том, как иногда православные епископы практиковали отравление неприятных им людей через святую чашу с причастием. Яд в причастие клали.
Ничего себе. Было такое и в истории Москвы. Очень яркая история была в истории Армении. Вот, да, было такое. Ну, много чего там интересного, такого неожиданного, как, скажем, как православные епископы, это в Речи Посполитой, как они ездили по своей епархии, парсский объезд, ездили с отрядами, вооруженными артиллерией. И такое бывало. Ну, много чего, да. Вот, как, скажем, когда Малороссия стала подчиненной Московии, и знаменитая культурная интервенция была западноевропейской культуры через книжников киевских, то одно из последствий – это хамство церковное. То есть украинские епископы, приехавшие на Русь, были жуткими изуверами и хамами. То есть на фоне даже великорусских владык. Я привожу эти свидетельства. Вот. Много чего там интересного было. Следующая книжка – это вот «Парадокс церковного права» по материалам суда надо мной, но для меня это не более чем повод поговорить вот именно о церковных канонах как таковых, как формируется церковное право, в чем его сложности, особенности и те самые парадоксы, да. Ну, достаточно сказать, что ведь до сих пор у нас нет ясного перечня церковных правил. Мы говорили о том, что нет внятной инструкции по обращению с Ветхим Заветом, но здесь еще хуже. Библия хотя бы издана, вот, а есть множество канонов, принятых разными церковными соборами, и которые не объединены вместе. Соответственно, надо их искать, собирать. Простейшая вещь. У нас, скажем, нет сборника, где были бы собраны решения Синода в Русской Православной Церкви времен синодальной поры, да. А где найти решения константинопольских соборов, вот, скажем, 15-20 веков? Вот. В общем, все здесь очень сложно. Среди тех канонов, которые есть, но там нет принято, там действует английское право. То есть каноны не отменяются. То есть, когда принимается новое правило на одну и ту же тему, не отменяется предыдущее. Скажем, возьмем проблему такую, как брачный статус епископа. Первый канон на эту тему – слова апостола Павла: «Епископ да будет одной жены муж». Как мы дошли из этого, исходя до современности. Между прочим, был промежуточный период, когда уже было принято, что епископы должны быть монахами, но все-таки это не было оформлено никак законодательно. И иногда все-таки епископы становились из людей, клириков с семейным статусом. А поскольку люди уже привыкли, что епископ должен ходить в монашеских одеждах с клобуком, да, тогда, вот тогда такие женатые епископы стали носить белые клобуки. То есть вот митрополичьи шапки – это отсюда. Вот. Но мало кто об этом знает. И аргументы я привожу, исторические доводы в этой книжке «Парадокс церковного права». Следующая тема есть, как всегда, есть Библия, есть толкование, есть канон, есть толкование. Например, есть канон, согласно которому, что человек, который принимает крещение омывает ему все грехи. И крещение может быть один раз в жизни совершаться. Ну, понятное, древнее правило, еще там апостольское. Все хорошо. Как вы думаете, какое толкование из этого сделал 1500 лет спустя Вальсамон, антиохийский патриарх, самый авторитетный толкователь канонов? Он из этого правила он сделал вывод, что епископу при хератонии прощаются все грехи. А священнику прощаются, вот я сейчас точно не вспомню, по-моему, или все грехи, кроме блудных, или, напротив, только блудные грехи прощаются священнику при хератонии. А епископу вообще все. И опирается он на то, что еще раньше его святой патриарх Поль Эфкт, это тот, кто крестил княгиню Ольгу, значит, в его времена, там, если не ошибаюсь, генерал Цимисхий убил предыдущего императора и объявил сам себя императором. Да? Ну, скандально, что делать-то? Вот. И тогда был найден, это причем произошло публично, это не как-то тайно отравил, да? А вот, называется, все в курсе, на глазах у всех это произошло. И как же быть-то? И патриарх нашел выход. Он тогда достал кисточку и помазал елеем этого самого удачного узурпатора. И было сказано, что тем самым эти вот грехи ему прощены. То есть в Византии помазали на царство только узурпаторов.
Если вот законный принц, его не помазали, а только узурпаторов. Интересно. Вот тоже вот у вас... Потом крестоносцы уже, когда пришли, они стали всех помазать, но они, понятно, они латинные. Да. И миром уже стали. А тогда просто Илеем поначалу, до крестоносцев, первое столетие, Илеем помазали. Вот насчет лекций тоже вот, если поискать ваши лекции, то ну, можно найти, в принципе, уже только старые. Может, вы можете посоветовать какие-то, ну, может, не ваши лекции, а может, какой-то автор. Вот кто вы считаете сейчас вот такой, которого бы можно было слушать, и он что-то толковое говорит и правильное, как-то, не знаю, о православии. Ну, я не знаю, честно говоря, потому что я для себя такого не искал, не нашел, и поэтому трудно советовать другим. Ну, просто из того, что я этого не знаю, из этого просто ничего не следует. Угу. Это просто я честно говорю, ну, я не знаю, да. Вот, потом, понимаете, еще и дело, ну, возраст. А с возрастом все меньше становится авторитетов, тем более живых, тем более молодых, которые моложе меня. Вот, это все труднее, да. Это тоже надо учитывать, и поэтому в этом вопросе меня не слушайте. Ищите сами. Величайший миссионер современности. Но официально это патриарх Кирилл Гундяев. А не официально. Не знаю. В советские времена величайшим миссионером был Андрей Рублев, я считаю, да. То есть его иконы, они для тысяч людей были таким шоком, которые разбивали советские представления. То есть как вот воспитывается советский пионер в средние века, это мрак, это ужас, это кошмар. Вот. Ну, посмотрите, там фильм Андрея Рублев, Андрея Тарковского, да, ну жуть же какая вся трудниковая жизнь и так далее, да. И вдруг человек встречает икону Андрея Рублева и поражается и краскам, и глазам, лицам, ликам. Известная формула, что грек пишет икону как «Господи помилуй», а Андрей Рублев пишет икону как «Слава тебе, Господи». Это очень важно отличить между византийской греческой иконой и русской рублевской школы. То есть греческий художник, иконописец пишет, рассказывает о тяжести аскетического подвига, а Андрей Рублев говорит о его плоде, о результате. И вот советский человек смотрел вдруг на лики Рублева и говорит, ну откуда же, если все было так плохо, почему такие глаза, такие лица были? Вот. Поэтому я думаю, что именно Андрей Рублев был самый лучший миссионер для советских людей. Вот. Сегодня все сложнее, потому что, понимаете, одно дело, скажем так, успешность проповеди в смысле медийность, ну, если измерять в часах кинохроник, которые этот человек-проповедник занимает, да, в количестве изданных книжек и так далее, цитируемости, индекс цитат, да. Здесь, наверное, на первом месте будет отец Андрей Ткачев, да. Но если посмотреть на контент, куда это все ведет, то здесь возникают серьезные вопросы. Это проповедник Христа или кого-то другого на сегодняшний день. Вот поэтому я бы поостерегся сейчас. Ну, опять вот, ну, не знаю, да. То есть вполне вероятно, наверняка есть какие-то тихие, немедийные проповедники, миссионеры замечательные. Вот. Понимаете, есть же ведь священники, есть миссионеры, которые просто реальные миссионеры, не то, что я. То есть они едут куда-то в глушь, учат языки местных туземных народов, живут среди них, проповедуют, да, есть такое. Вот. Да, и, на мой взгляд, это великий подвиг. Но о них как раз мало сообщений.